Всем привет! Выехал на ПВД в лес с ночевочкой, с одной ночью. Как обычно, выехал под вечер. Уже где-то около 6 часов. Вот. Уже почти на подъезде. Вот тут у меня, сзади меня такое озеро красивое. Я его уже как-то однажды показывал там. Лебедь плавал. Сейчас его тоже не видно. Надо торопиться, потому что солнце вот уже близится к закату. У меня сегодня палатка. Надо поставить палаточку, напилить дров, развести костер. Вот. Так что надо выдвигаться дальше. Осталось недолго, но еще где-то полчаса езды. По традиции немножко расскажу, какое у меня сегодня с собой снаряжение. У меня палаточка, комфортная табуретка, немножко еды, с собой 3 литра воды. Да, собственно, и все. Всякие взял приблуды электрические, самоделки свои, буду сегодня их тестировать. Судя по следам, очень много велосипедистов было. Сегодня, вчера. На каких-то моих видеороликах уже эта аллея уже была. По традиции я ее снова покажу. В лесу так довольно-таки свежо. Уже становится постепенно мрачно. Ну, солнце еще светит, конечно, но уже так темновато. Надо спешить ставить палатку, искать дрова. Очень красиво в лесу, очень красиво. Да, именно за этим я сюда и ехал. Приехал. Это моя стояночка на сегодня. Буду ночевать здесь. Уже темнеет, поэтому первым делом надо сейчас насобирать дров. А палаткой потом буду заниматься. Сейчас надо подготовить дрова, чтобы по темноте этим заниматься.
Ну, в общем, какое-то количество дров насобирал. Вот нашел такую большую березу. Она бы, конечно, пригодилась бы для печки, для ночевки. Ну, для печки, я думаю, еще что-нибудь найду. Вот. А пока что у нас сегодня, я думаю, этого хватит. Буду сейчас разводить костер и ставить палатку. Ну, костер запалил. Вот видно, думаю, да? Солнце осталось лишь на макушках деревьев. В общем, уже темнеет довольно-таки рано. Крайний раз я тут ночевал в марте. Вот примерно так же темнеет, как сейчас. А сегодня у нас 31 августа. Я решил проводить таким образом лето. Думаю, в лесу это будет самый раз. Все, костер есть. Сейчас ставлю палатку и буду раскидывать вещи. Вот. Да, надо попить чаечку с дороги. От дома мне сюда было ехать 25 километров. Вот. Поэтому надо попить чай. Ну, палаточку собрал, уже вскипятил чаек. Вот. Попью чаек с булочкой. Еще попилю дров. Вот удалось до темна, собственно, разбить лагерь. Но стемнело очень быстро. Казалось, я выезжал там еще днем, а пока доехал, уже свечерело. Приехал, еще солнце светило, пока я лагерь собрал, уже и темнеть начинает. Ну, я помню, когда я тогда в сентябре ехал, уже прям на закате я ехал, и искал место для стоянки вообще по темноте. А это был видеоролик там на другом велосипеде, не помню, как он называется, вело ПВД. Да, в прошлом году в сентябре оно было.
Это не эта стоянка, это другая. На этой стоянке я ночую впервые. Ну, к слову, я здесь уже был ранее. Я знал, что здесь есть дрова. Я тут уже когда-то костер даже жег. Это, кстати, на одном из видеороликов это место есть. Вот. Ладно, буду пить чай. Закину вещи в палатку. Включу какую-нибудь лампочку, чтобы было освещение. Вот чаек, что надо. Пол-восьмого, а уже темно. На самом деле в реальности светлее, чем на камере. Камера что-то сейчас темно записывает. Как-то так стемнело. Еще вот сколько, 8 часов. Ну, прям темно-темно. Да. Месяц назад ездил или 1,5 месяца назад. В июне. Ближе к 10 темнело. Ну, сейчас вот так вот. Ну, как-то даже не знаю. Сделать ужин. Да и, наверное, идти в палатку потихонечку. Сейчас еще чуть-чуть посижу и начну делать ужин. У меня на ужин сегодня гречка с сосисками. Например, от деревянных или 19 градусов. Они довольно хорошо сохраняются, а с другой стороны это продукт массовый. То есть, например, в античное время все перевозки сыпучих товаров это только керамическая тара. Я знаю, ничего не видно. Я пытаюсь записать звук. Где-то надо мной летят журавли. Неужели они на юг полетели? Такой вот чаек. В чайничке. Сейчас буду пить чаек. Косули раскричались. Попиваю чаек. Слушаю, как косули гавкают.
Пожалуй, наверное, это крайний кадр. На сегодня уже снимать не буду. Потому что уже ничего толком не видно. Я поел, попил, часов 10 сейчас или где-то пол-11. Буду ложиться, наверное, спать. Сегодня у меня на завтрак, вернее не на завтрак, а на утренний чай. Сейчас 6 утра. Цикорий со сгухой. С кофе как-то я слез. Ну как слез, не то чтобы слез, просто у меня вот есть цикорий, кофе нету. Сейчас попробую, не пробовал еще ни разу цикорий со сгухой. Ну, не могу сказать, что это то же самое, что кофе. Но вкусно. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Спалось плохо. Но тем не менее как-то вроде даже выспался. Может быть, еще полежу сейчас. Всю ночь орали косули. Вот сейчас вот буквально полчаса назад я заснял там, покажу. Олень орал. Такая ночь была насыщенная, ну и как-то не спалось почему-то. Сегодня 1 сентября. Ночью там было 13 градусов. О! Солнце также резко встало, как и вчера. Резко зашло. Прям темнело на глазах. Ну и сейчас светло стало тоже очень быстро. Встал еще до рассвета, развел костер, посидел, погрелся, чай не пил, просто сидел у костра. Вот. Сейчас попил чай и вот думаю еще поспать. На улице очень красиво, солнышко вот вышло,
Не знаю, видно. Вроде видно на камере. Посплю еще часок. Вот позади меня, вернее, вот там вот сзади меня. Видимо, тропа оленья. Оленья или косуля? Ну, звериная тропа чья-то. Прям там постоянно кто-то ходит, ломится. Вот. Очень такая красивая поляночка. В реальности красивее, чем на камере. Такая вот трава. Овсяночка уже приготовилась. Сейчас со звукой будет нормально. В общем, чай попил, поел, кашу поел, чай попил. Время 11. Да, думаю, потихонечку собираться. Сегодня еще дела есть. Как бы не особо тороплюсь, но я почему-то вот на утро в лесу всегда как-то перенасыщаюсь. Мне хватает ночи, в принципе. Мне нравится вот вечерняя фаза. Сидеть у костра. А утром как-то хочется уже как-то в путь, в дорогу. Не сидится как-то на месте. Так всегда. Буду, наверное, палаточку собирать, да, буду ехать. Вот.
Все, велосипед снарядил. В принципе, костер затушил. Все собрал. Можно двигаться дальше. У меня тут большие планы. Вот это вот поваленное дерево я хочу распилить, но нужна ножовка такая мощная прям. Как-нибудь приехать на целый день и заняться чисто, ну, без ночевки, просто распилкой этой штуки. Потом ее расколоть топором. И у меня возникла идея сюда приехать с печкой. Ну, не просто с печкой, а привезти камни еще отдельно. И здесь с банькой, короче, затусить. Да, заморочено, потому что нужно будет отдельно еще приезжать, чтобы сюда камни привезти. Вот. Тут недалеко озеро есть, поэтому, чтобы воду с собой не везти для бани, можно, я вот думаю, какую-нибудь канистру купить, такую, ну, складную. Вот, и, то есть, будет идея такая, я тут заночую с печкой, просто отапливаться буду всю ночь, а утром проснусь, уже положу на нее камни, съезжу на озеро за водой и попарюсь. План офигенный, мне он нравится, но это мероприятие еще на 3 заезда сюда. Распилить вот эту вот штуку, потом отдельно приехать привезти камни, потому что тут здесь камней в лесу не найти. Вот. И в принципе где-нибудь осенью можно это сделать, где-нибудь в октябре, в ноябре. Вот, потихонечку распилить, привезти камни. Да, я думаю, обязательно это нужно сделать. Место здесь мне очень понравилось. Ночью, правда, косули очень сильно орали. Под утро олень тут ломился. Ну, место такое прям лес-лес. Да. Ладно, я собрался, буду уезжать. Кому понравилось, ставьте там лайки. Вот. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели. Вот. Все, до скорых встреч.